But I'ma keep it real till the day I die. Всем привет! Вы никогда не задумывались, почему люди любят хрустящую еду? Почему иногда так смачно и с удовольствием хочется погрызть чипсы, сухарики или съесть поджаристую курочку? Это можно объяснить с психологической точки зрения. Как правило, такая еда очень вкусная и при этом вредная. Она часто жирная и соленая и не может не нравиться по вкусу. Польза – это пока другой вопрос. Все потому, что такая пища вызывает у нас условный рефлекс. Как у собаки Павлова. Наш мозг уже давно выявил связь, что когда хрустит, это, как правило, вкусно. И вот мы в очередной раз смотрим рекламный ролик, слышим аппетитный хруст и автоматически хотим то, что нам в этом ролике предлагают. Маркетологи совсем не глупый народ. Так вот, о чем это я? Сегодня готовлю именно хрустящее, пусть вредное, но очень вкусное блюдо. Вот хочется сделать прям очень вкусное блюдо, которое иногда можно себе позволить. С виду это похоже на чебуреки, но начинка совсем необычная. А какая именно, вы узнаете дальше. Начну приготовление блюда с начинки. На моем столе расположились 5 помидоров, которые я нарезаю кружочками. Они станут основой начинки, так как на томаты будут укладываться остальные ингредиенты. Но, как выяснилось, на этот рецепт потребовалось всего 2 помидора, поэтому берите именно столько. Ох уж эти интернет-рецепты. Для создания сливочной нотки я взял 200 грамм брынзы. Помещаю сыр в емкость и разминаю его вилкой. Отличным дополнением к брынзе будет чеснок. Это как роман Ромео и Джульетты, только в кулинарии. Так что взял 4 зубчика чеснока и выдавливаю его через чеснокодавку к брынзе. Для начинки нужен последний штрих. Ее необходимо дополнить нашинкованной зеленью. Я использую зеленый лук и укроп. Добавляю зелень к общим ингредиентам начинки. И все перемешиваю. Для того, чтобы приготовить тесто, я вскипятил воду в чайнике. Отмеряю 250 мл. И переливаю ее в миску. Добавляю 1 чайную ложку сахара, 1 чайную ложку соли. И наливаю 4 столовых ложки растительного масла, это 30 мл. Теперь мне осталось смешать эту водно-масляную смесь с мукой. Просеиваю в миску 500 грамм муки. И замешиваю тесто.
Все готово, чтобы начать формировать блюдо. Тесто делю на 2 равных части, каждую из которых раскатываю в тонкий круг. На один из кругов выкладываю помидоры. Стараюсь выдерживать расстояние примерно в 3 сантиметра друг от друга. На помидоры выкладываю сливочную начинку. После чего накрываю вторым слоем теста. На моей посудной полке завалялась кружка с подходящим диаметром, которой я вырезаю пирожки с начинкой. Края у помидоров прижимаю пальцами, чтобы шов был надежным и не разошелся. Пирожки будут готовиться в большом количестве масла, так же как чебуреки. Поэтому в небольшую кастрюлю наливаю примерно столько масла, чтобы наполовину скрылись пирожки. Сильно его раскаляю и обжариваю пирожки с обеих сторон до золотистого оттенка. Примите мои поздравления, блюдо готово и его можно дегустировать. Спасибо вам за просмотр видео. Готовьте эти хрустящие пирожки, зовите всю семью за стол и наслаждайтесь блюдом. Пусть вам будет вкусно и пусть вам будет хорошо. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в новом выпуске. Пока!